Всем привет, с вами профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. Значит, ребята меня уже много-много раз на стримах и в комментариях под роликами просили сделать топовую сборку на М4. Мол, Березовский, отец, ну сделай ты уже М4, чтобы можно было по-нормальному разваливать и не париться вообще ни о чем. В общем, на стриме я попробовал отыграть несколько раз со сборкой на М4, и скажу вам честно, я немножечко подофигел. У этого оружия, ребят, скажу вам, нет отдачи, но вот прям от слова совсем. М4 бьет в точку практически как до кастомизации. Чудеса, ребят, одни чудеса, я вам говорю. Но не все так просто, господа, как кажется на первый взгляд. Обо всем расскажу подробнее. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе самый вкусный чай или сделайте вообще кофеек, возьмите вкусняшек, ну а мы начинаем. Для начала я вам покажу пару удачных моментов из КБ, потом как всегда таблицы и цифры, после чего мы с вами сделаем самые лучшие сборки для сетевой игры и для королевской битвы, ну а в конце нас ждет контрольная работа в рейтинге. Ребята, да, поняли уже пару моментов, пару киллов сделал, а вот здесь вы смотрите. Чувствуете запах? Пахнет крысой, ребят, попахивает мышью. Опаньки какой, как прилег. Прилег. Реально забавный момент, реально забавный, ребят. Так, вот здесь смотрите, оп, вроде как средняя такая дистанция, тоже нормально. Ребят, в принципе, сносит нормально, отлично. Отдача, смотрите, ну такое ощущение, что коллиматор прилип в одну точку, вообще нет отдачи. Но, ребятки, погодите, не все так просто, я попозже вам все объясню. Ну и последний моментик вам так, а после чего таблицы и цифры. Поехали! Итак, вначале сравниваем разные модули по урону в цифрах. У нас здесь явный фаворит, это меткий стрелок и связка разных стволов плюс монолит. Но, ребятки, по пулям так будет понятнее. Смотрите, на 20 метров в голову разница, но в голову вы вряд ли все патроны будете засаживать. Разница на 40 метрах во всей части тела получается. Смотрите, как зелененьким обвел. И, ребят, что хочу сказать. Ну, я сомневаюсь, что на 40 метрах реально для вас это будет годно. То есть, ну реально подумайте над разумностью выбора. Поэтому, ребят, я немножко другую сборку предложу. Потому что здесь вешать типа монолит или там меткий стрелок, это будет минус подвижность. А вот сборку я сейчас предложу, ребятки, посмотрите немного другую. Просто включите логику. 40 метров это слишком большая дистанция для сетевой игры. В королевской битве, конечно, ситуация меняется. Но для сетевой игры давайте покажу, как я собрал. Отправляемся с вами в оружейник. Ребята, смотрите, сначала делаем сборку для сетевой игры, а потом покажу сборку для королевской битвы. Я поставил вот такие модули для сетевой игры. Здесь, ребята, для подвижности, для офигенной подвижности на этой штурмовке нужно либо резать ствол, либо резать приклад. Если порежем то и то у М4 получается такая проблема, что все пули летят мимо прицела. То есть точность будет просто очень-очень плохая, лучше так не делать. Поэтому выбор, либо порезать ствол, либо порезать приклад. И тут, ребят, смотрите, там и там получается, если режем ствол, то плюс скорость перемещения и прицеливания. Если порезать приклад, то же самое. Но обратите на минусы. Если порезать приклад, вот за это люблю, конечно. Если порезать приклад, ребята, то получается минус точность, минус вертикалка, минус стабилизация. А если порезать ствол, то минус вертикалка и минус точность, то есть минус стабилизации нет. И вот что хочу сказать, ребята. На М4 нужно ставить вот этот вот устойчивый приклад RTC, потому что там есть плюс стабилизация. На этой пушке именно стабилизация делает пушку имбовой. То есть она не то чтобы, да понятно, можно контролировать отдачу, это ясно. Но здесь именно благодаря точности и стабилизации в совокупности получается, что все пули летят ровно в цель. Реально, ребят, так пушка становится гораздо устойчивее. Можно, конечно говоря, если вы прям очень придерживаетесь цифр и только цифр, и не включаете здравую логику вот в этом вопросе, именно да, на 40 метрах в таблице, то, что я вам показал. Но можно поставить, конечно, меткий стрелок ОВС, а тут порезать приклад. Но будет такая ситуация, что минус стабилизация, за нее я уже пояснил, то есть пушку будет немножко шатать. Поэтому я все же выбрал порезать ствол и устойчивый приклад RTC. Далее, ребят, лазер, как всегда, на скорость прицеливания, задняя рукоятка на скорость прицеливания. И далее у меня вопрос, как еще повысить точность, чтобы прям каждая пулька летела точно в цель.
Можно поставить либо ударную переднюю рукоятку, либо рукоятку Ranger. Но я ставлю переднюю вот эту ударную, потому что, как бы, да, чуть поменьше контроль получается. Смотрите, у Рейнджера, видите, точность повыше, контроль повыше. Чуть меньше точность, контроль, но зато мы нерфим только скорость перемещения, а не скорость прицеливания, что очень важно для сетевой игры. Вот такая сборка получилась, она нереально стабильная. Вы это посмотрите сейчас по катке в рейтинге. Она очень точная, очень стабильная, ну и так далее, все увидите. Ребятки, давайте теперь сборку сделаем для королевской битвы. Вот этот моментик вы себе там скриншот сделаете и так далее. Смотрите, для королевской битвы я поставил вот следующие модули. Значит, теперь здесь меткий стрелок ОВС. Почему? Потому что именно он по нашей таблице дает максимальную дистанцию. Вешать еще сверху монолит бессмысленно, потому что дистанция будет то же самое. Ну, то есть урон на дистанции будет одинаковый, что с метким стрелком ОВС, и что с ним и плюс монолитом. То есть в данном случае это тот самый случай, когда монолит бесполезен, ребята. Так вот, меткий стрелок ОВС, коллиматор, потому что я вот в королевской битве только с коллиматором могу нормально отыгрывать. Я, ребят, не знаю почему, я без коллиматора могу играть только на АК-47 тыква, потому что там мушка безумно удобная, она прям имбовая. А вот со всеми остальными пушками, ну, только с коллиматором. Хотите, вместо коллиматора ставьте там лазер вот этот, например, да, на скорость прицеливания. Пожалуйста, ребят, то есть не обязательно прям точь-точь копировать. Далее, вот именно, ребята, смотрите, здесь у нас устойчивость горизонтальной отдачи. Вот здесь у приклада устойчивость опять горизонтальной отдачи и стабильность. И эта связка дает вообще пушке такое поведение без отдачи совсем. Вот у меня прям эмоции реально после стрима офигенные. Пушка, вы видели, да, нарезочку бьет прям в точку. Здесь ставлю рейнджер, извините, в КБ как бы, да, могу пожертвовать скоростью прицеливания, но зато пушка будет идеально бить в точку. Ну и, ребятки, поверьте мне опыту, ставьте именно этот увеличенный магазин, ну или на 40, можно на 40 патронов поставить. Но лучше на 50, потому что вот тут, ребятки, смотрите, поясняю. Пушка бьет в точку, точность офигенная, отдачи вообще нет от слова совсем, но есть, ребятки, проблема. Это очень маленький дамаг, очень маленький по сравнению с АК-47. У меня каждую катку было все прекрасно, все хорошо. До тех пор, пока мне не попадались в королевской битве ребята, которые реально хорошо отыгрывают, то есть скилловые игроки. И я надаль, значит, да, против меня вылазит АК-47, ну, как бы понятно, это король бати всех пушек. И я начинаю зажимать надаль, стрелять начинаю первым, после чего он меня начинает стрелять, и он меня, блин, перестреливает. То есть я в него стреляю, давай, ну давай уже там, не знаю, 10 патронов, там 15, ну сколько можно, ну давай уже. И он меня бац и перестреливает, забирает, нокает. То есть, ребят, короче, вывод, в самый ответственный момент М4 вас подведет, когда вам попадется реально скилловый игрок. Например, вот с АСМ попадется, с АК-47 попадется, вот с такими мощными пушками, там, ну или с агрессором, например. Вот, ребят, поэтому берите увеличенный магазин, чтобы реально очень много патронов, потому что очень маленький дамаг. Вам придется там на даль, не знаю, 30 патронов выпустить, 40 патронов, ну и так далее. Ну и поможет, тем более, вблизи выносить врагов, как бы, да, если их много. Поэтому как-то так, ребят. АК-47 берет мощностью, на даль урон дичайший просто, а М4 берет точностью. Вот такие дела, ребятки. Поэтому нужен увеличенный магазин. Все, ребят, вот такая сборка. Погнали, все, уже заговорился долго. Контрольная работка в рейтинге. Так, ну, командный бой. Крэш неплохо, ребят. Неплохо. Так. Я вот в таком скине, смотрите, чисто поржать, чисто так по приколу. Скорость прицеливания, ребят, ну реально, просто идеально. Идеально для штурмовой винтовки. Потому что, ну, понятное дело, из штурмовки делать ППшку, но это бред, неграмотно и неправильно. Это извращение, ребят, ну реально извращение. Так, вот тут сейчас прострелим. Давай. Ясно, короче, никого нет, все записали, закакали, это понятно. Так, ага, все. Понял, идем сюда, быстро. Вот сюда, в окошко, сейчас, пацаны, посмотрим. Да, понятно. Что? Стоп. А как? Понятно, ясно. Это, как всегда, ребят, тот случай, когда, короче говоря, у тебя в камере никого нет, да, а у врага ты есть. Нормально. Классно. Жиза, чисто жиза. Так, ребят, в принципе, у пушки офигеннейшая точность. Оп. Ну, там, понятно, за машинкой спрятаться. Как обычно. Ну, давай, забирай.
Ясно, все, да, там со спины ясно. Короче, ребят, пушка безумно точная. Бьет прям в точечку. Так, тихо, сюда вышел. А ну вышел. Все. Стоп, это, блин, застерил мой фраг. Алло. Обидно вообще-то. Как говорит мой соклановец Захар, мы все убиваем общего врага. Делаем общее дело. Ну, есть в этом доля правды, конечно. Это же командная работа. Командный бой же все-таки. Короче, ребят, вывод такой, пока что мини. Пушка безумно точная. Бьет прям в одну точечку на любом расстоянии. Класс, кайф. Но не хватает огромнейшим образом, не хватает дамага. Серьезно, урона очень не хватает. В сетевой игре это так себе чувствуется, конечно. Ну, там типа 4 патрона, ну, 5 патронов, там, ну, плюс-минус фигня, потому что 100 хп, да, у противника. Ну, и у тебя, соответственно. Не чувствуется реально. То есть, но, ребят, ХГ-40, например, ППшка, может забрать с 4 патронов. И ты такой думаешь, ну и нафига мне, как бы, штурмовки, которые забирают с 5, если есть ППшка, которая разносит дичайше в щепки, разносит ближнюю, среднюю дистанцию, и даже дальняк может разнести. Правда, ближнюю, среднюю в 4, а дальняк уже больше, но все равно может разнести. Вот, как бы, непонятно. Поэтому, да, приятно. Пушка без отдачи, окей, кайф, базару 0, без отдачи кому не понравится, ну естественно. Но проблема, низкий дамаг, особенно это ощущается в КБ, ребята. Потому что, смотрите, да, опа, нормально, блин. Все, нормально. Обаньки, еще одного, все, супер, ребят. Короче, в КБ это особенным образом ощущается, потому что на дальняк, допустим, вы теряете с этой мало, так скажем, штурмовкой, которая мала по урону, теряете, допустим, 5 хп за один выстрел. И вот представьте, вы сделаете 8 выстрелов, сколько вы хп не доберете, потому что штурмовка мало сносит. 5 и 8, 40, правильно, профессор Березовский математику будет обучать. 40 хп вы не доберете с 8 выстрелов, например. Это дофига, ребят. 40 хп это дофига с 8 выстрелов. Поэтому, ребят, есть АК-47, который батя всех пушек, штурмовок в королевской битве, который просто таких лещанских раздает на дальняк со своим уроном и стабильностью. То есть АК-47, в принципе, ну, по отдаче, по разбросу и так далее, но чуть-чуть посложнее, чем М4. М4 я, знаете, как, ребятки, назвал? Анскилловая пушка. То есть, чтобы играть с М4, скилл не нужен, так скажем. То есть, наоборот даже. Если у вас нет скилла, или он плохой, вы новичок, только начали играть, берите М4, берите ICR, базару 0. Но если у вас как бы скилл плюс-минус нормальный, то вы возьмете АК-47 и будете таких лещанских раздавать. Потому что я вам сказал, у АК-47, например, да, урон 33, насколько я помню. А здесь у М4, там, не да, я уже забыл, в таблице, по-моему, 25. Считайте, вот 8 хп вы теряете. 8 хп, ребят. 5 выстрелов, уже 40 хп не добираете. Все. То есть вот все, не добрали. Ой, я сейчас такую тупость допустил, ребят. Надо было правого забирать, потом левого, потому что левый дальше. Вот это я сейчас дичайшим образом затупил, короче говоря. Так. Опа. Да, ребят, стреляет прям в точечку. Но АК-47 тоже в точку стреляет. Просто надо АК-47 немножко побольше контролировать. Ну, чуть-чуть побольше, да, уметь контролировать. И все. А на расстоянии реально у меня был момент, ребята. Я с М4 как бы, да, поиграл, все нормально, начал разваливать в КБ на стриме, то есть все нормально. Но как только я встретил скиллового игрока, я начинаю стрелять, причем начинаю стрелять первым в него. Потом, все, я уже думаю, все, давай, забирай, давай, все, забирай его. Он начинает открывать, да, как бы по мне огонь, начинает с АК-47 меня стрелять на дальняк. Я такой, ну все, это без шансов, я первый начал стрелять. Я на 3-4 патрона раньше начал стрелять и больше. И он такой, бац, меня забирает, меня нокает. И так несколько раз. Я такой, что? В смысле? И как бы, ребята, в самый ответственный момент М4 вас подведет. Будьте уверены в этом. Поэтому да, точная, да, анскилловая это пушка. Базару 0. Скилла нет, вы новичок, играйте. Но если у вас есть более-менее скилл, только АК-47, ребят.
В общем-то, ребят, я надеюсь, информация была полезна. Пушка, в принципе, годная, но в принципе, да, там, если вы как второй слот используете и повесите на нее, например, 3х, 6х, того, я не знаю, ну я сейчас угораю, но 3х, в принципе, нормально будет. И будете на дальняк ее использовать, и только на дальняк, типа, в качестве снайперки. Окей, да. Но использовать на постоянку в качестве нагибаторского оружия, ну такое себе. Зачем, если есть альтернатива АК-47, который гораздо больше дамаг имеет урон, большую дистанцию, там, ну и так далее, и так далее. Короче, ребят, как всегда, надеюсь, было полезно. Всем до новых встреч, с вас лайкос, с меня годный контент. Ну, в общем-то, как всегда. С вами был, есть и будет профессор Березовский. До новых встреч и пока-пока.